Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про измены, почему мужчины и женщины идут на этот шаг, поговорю про статус любовницы. И с самого начала я хочу сказать, что надо помнить, что бумеранг, он всегда сработает. Даже по каким-то историям, когда женщина разрушает брак и становится этой любовницей, или мужчина уходит из семьи, они все равно чаще всего заканчиваются плачевно. И вот даже, знаете, вот насчет этого бумеранга, да, вот есть эта причинно-следственная связь. Когда ты что-то сделал, ты за это получил, и ты обязательно за это получишь. Я уж не знаю, как это там выстраивается в жизни, но так оно работает. Такая ситуация так возникнет, что ты потом скажешь: о, а я понял, за что мне это было. Вот так вот не надо было делать. Почему бы не выбрать одного человека, который тебе по душе, и с ним развивать отношения? Я знаю некоторые семьи, вот, где мужчина и женщина уже там 20 лет вместе, больше, и они все еще не перестают открывать что-то друг в друге. И мужчина говорит, и женщина, что да, мне настолько интересно со своим мужем, мы столько всего там придумываем, чтобы вот, ну, не заскучать в отношениях. И вот это вот очень классно. Я за верность, я за порядочность. Для меня измена — это просто нет. Это вот просто такое табу. Если бы я узнала про измену, через 10 минут чемоданы бы стояли у двери. Или бы мои, или мужчины. Потому что, вот знаете, как говорят, ну он же только физически изменил, не ментально. Нет, вот хорошая есть фраза про измену, что измена — это уже конец. Это следствие того, что отношения были выстроены неправильно, что любовь давно закончилась, да, что все к этому шло. И, ну, я не могу вот стать на сторону вот этих людей, которые изменяют, и как-то оправдать это. Вот. Тогда в противном случае просто можно разбежаться. На свете миллион людей. И я обязательно найду, мне не надо быть для этого любовницей или изменять. Я найду себе человека. Я вот не понимаю, люди так привязываются, люди страдают, готовы что-то терпеть. Миллионы людей на свете, но найдете вы своего человека. Для этого нужно себя уважать и любить. Я тут заглянула в статистику и увидела, что вот эта вот замечательная цифра, что ну как бы якобы 90% мужчин изменяют, а соответственно логично, с кем они изменяют. С женщинами, ну может быть там 10% уберем совсем вот такой древнейшей профессии. То есть получается как бы и мужчины, и женщины практически равно изменяют. То есть как-то так получается. Вообще мне кажется, что вот если бы ты на себе это почувствовал, вот насколько это больно, насколько это неприятно, то здесь вот, наверное, ты бы задумался. И бывает же такое, что, например, кто-то кому-то вот какой-то, ну, партнер, да, мстит там муж или жене вот за то, как раз за то, что он изменил. То есть это вот такая месть вот именно вот за эту боль. Вот, потому что это дико неприятно вообще, это вот просто предательство полнейшее. Если с вами изменяет этот человек, то, скорее всего, он и вам потом изменит с другим уже человеком. И вот эта вот цепочка, она и дальше пойдет. Поэтому не надо так быть такими уверенными в том, что вот сейчас обязательно из семьи уйдут ради вас. Я говорю там, может быть, про любовниц. Вот, но, как правило, заканчиваются они всем одним и тем же, что мужчина остается в семье, вот, и любовница уже как бы, ну, отношение такое к любовнице, вот, оно же никогда не будет таким вот, когда ты, не знаю, боготворишь свою женщину, вот, как, может быть, как жену, не вяжется с достойной женщиной, которая себя очень ценит. Давайте поговорим о причинах измены. Первая причина, естественно, это самая, наверное, вот основная, это, естественно, когда не хватает неудовлетворения сексуальное, вот это физиологическое, поэтому мужчина и женщина начинают на стороне искать. На это, конечно, физиологическое. Вот сколько я знаю историй, боже ты мой, мужчины готовы рушить свои семьи,
идут к этим любовницам как зачарованные. А потом у них прозрение происходит, и они понимают, что это и любовница-то, она понимает, что если он не готов оставить семью, то, то она, эта любовница, там, то уже в какой-то период ставит ультиматум, и если мужчина не отказывается от семьи, то, конечно же, она тоже уходит, а мужчина уже все, он и эту семью разрушил, и эти отношения разрушены. И вот так вот остается ни с чем, со своими проблемами. Ой, бывает там и с квартирами, и с недвижимостью, там, ой, ну, в общем, там много всяких историй. Сколько людей, столько историй. Меня очень заинтересовала история мужчины, вот именно понять психологию, знаете, вот залезть, что называется, в голову и понять, как мужчина так мыслит. То есть он описывал свою жену как нежный цветок, как музу, он ее боготворит, он ее обожает. Это там, любимая женщина, и он не представляет, что жена у него будет кто-то другой. То есть вот он настолько ее любит. Но при этом он не может ей предложить подойти, и не мог подойти и предложить вот те фантазии, которые бы он хотел осуществить в постели. То есть вот он описывал так, что он настолько нежно к ней относился, что не мог себе этого позволить. Поэтому у него на стороне была любовница. И он, естественно, приходя уже обратно домой, он испытывал жуткий стыд перед женой, что он это делал, но ничего с собой не мог поделать. И здесь тоже большая проблема, мне кажется, женщин, потому что, во-первых, женщины в какой-то момент, когда тоже уже там и в браке, женщины тоже, вообще мне кажется, что расслабляться, наверное, не очень-то и надо. В том смысле, что женщины там уже позволяют себе как-то в каком-то очень неопрятном виде ходить дома. То есть они для улицы, например, красотки красятся, да, а дома вообще непонятно в чем ходят. Можно, конечно, говорить, если ты любишь, то неважно, как женщина выглядит там и все такое. Нет, вы знаете, это важно. Вот я сколько случаев, все-таки мужчины, они визуалы. В большинстве своем им хочется видеть всегда, если девушка, она ушами слушает, то мужчины, они глазами, их привлекает то, что они видят, картинку. Поэтому, если ты сначала был с одной красоткой, которую ты выбрал, она тебя сексуально привлекала и внешне была привлекательна, а потом она каким-то таким смешариком становится и совершенно за собой не следит, там, в бигудях какая-то, да, очень неопрятная, конечно, какой там, или она мамочкой, например, там становится, там, иди там, ты какие трусы сейчас одел, какое-то сексуальное влечение будет. Тут влечение просто будет минус 100 сразу. Поэтому надо за этим следить. У меня есть пары, которые все было замечательно. Девушка была невеста, просто загляденье, фотографии, господи, это красотка вообще. А потом раз в какой-то момент, понятно, после родов, там все, тяжело похудеть и так далее, гормональный сбой случился, и все, и необъятное что-то произошло. И сейчас, как итог, люди живут раздельно, чтобы просто понимать, да, дети, родители живут раздельно, потому что уже нет не срабатывает влечение. Часто такое случается, что в одном человеке сложно найти и жену, и любовницу. Поэтому даже взять какие-то книжки, там, где учат девушек, что вы должны быть, совмещать это, вы должны быть такой страстной любовницей, чтобы мужчина даже не подумал от вас уходить. Но это, конечно, это главная причина, почему люди изменяют, это, естественно, физиология. Например, если говорить про, интересно, да, этот случай про мужчину, то есть он описывал себя как, наверное, со мной что-то не так, то есть, он понимал, что это явно что-то здесь не в порядке у него. И это, да, это странно, то есть нету, получается, близости, нету такой как у близкого человека, с которым можно поделиться, что в этом такого постыдного, что ты скажешь о своих предпочтениях.
ну, вы же партнеры по жизни, ну, это очень странно, конечно. Вот, да, и почему женщины, да, идут? Ну, есть разные причины тоже, есть, например, я знаю случаи, когда женщина, она вот добилась всего в жизни сама, она очень много трудилась, и она, любовь прошла уже давно в их жизни, но она понимает, то есть и происходят измены с ее стороны. И она понимает, что если они сейчас разведутся, то половина из того, что она заработала, перейдет просто мужчине вот просто так. Вот. А мужчина там палец о палец ничего не сделал, чтобы у него что-то в жизни было. И эта ситуация обидная. Плюс для ребенка, для детей, да, потом. То есть, если, опять же, они разведутся, там вопрос квартиры, как вот, помните, из романа «Мастер и Маргарита», да, люди как люди, а квартирный вопрос всех испортил. Вот этот квартирный вопрос, он вот таким образом. Вот, поэтому брак сохраняется для того, чтобы имущество осталось, но при этом нету теплоты в семье, нету вот той самой такой какой-то романтики, тоже бытовуха у всех замучила много лет и хочется романтики, поэтому вот сразу представляется какой-то такой вот красавчик, можно и помоложе, да, с которым можно просто даже окунуться. Я знаю случаи, когда девушка, например, живет с богатым мужчиной, при этом она изменяет, да просто с парнем вообще, просто он красивый, вот, и просто у него красивое тело, и он там может какие-то, знаете, окунуться, то есть ей надоела вся эта роскошь, ей там на крыше посидеть, вот просто как-то по-простому, а для нее это уже вот что-то романтичное, она уже устала от всего, и все, она присытилась тем, что у нее было, вот. Здесь можно себе сказать, живем один раз в жизни, поэтому вот сколько мы будем вместе с ним, столько и будем, да, чувства возникли, поэтому, то есть я лучше останусь одна, но понимать, что эта женщина, которая рядом с этим мужчиной будет просто страдать и понимать, что его муж со мной, ну, у меня просто вот сработает вот это вот женское. Во-первых, я бы не хотела, чтобы со мной так же поступили. И почему, если я не хочу, чтобы со мной так поступили, почему я буду делать это по отношению к этой женщине? Что касается темы, когда женщина прям первая мужчины, тоже вот на форумах я читаю, что некоторые мужчины прям просто, ну, считает девушек сейчас каршерингом, да, и вот даже если у нее там было немного партнеров, то это вообще там тоже, ну, является минусом союза с такой девушкой. Ну, как это, если девушка первая, то это значит, что она будет верной, что она будет надежной, что она будет привязана к этому мужчине, никуда не денется, что она вот такая вот чистая вся, с чистыми там, ну, не испорченная, да, вот не чист, что она не испорченная, вот, но тоже на самом деле очень много сложностей с такими девушками, вот, поэтому в современном мире, я говорю, если раньше так было принято, то сейчас уже, опять же, все зависит от возраста, потому что если уже какой-то такой, ну, приличный возраст, тоже социум давит на эту девушку и говорит, слушай, с тобой что-то не то. Вот, и тоже почитать на форумах, эти девушки уже отчаянно идут, и совершенно не как они планировали там с любимым, а все это случается вообще, ну, совсем не так, как они мечтали. Поэтому ответственность здесь возрастает в разы, когда девушка вообще еще ни разу не опытна. Вот. Ну, минусы здесь есть однозначно, есть и плюсы, но вот я знаю прям вот мужчины некоторые прям вот только такую и все. Вот если я не найду такую, то, ну, либо буду искать до последнего. Вот. Ну, не знаю, вопросики у меня к этому, к такой истории тоже есть. Вот вообще, если бы были реальные примеры, когда мальчик растет, например, и он понимает, что у него родители, они вот в такой благополучной семье, когда родители счастливы, да, и там, может быть, всю жизнь прожили, к примеру. Ну, я не знаю, ну, всякое бывает. Бывает на самом деле, но бывает, любовь прошла. Ну, значит, надо уходить друг от друга, если любовь прошла. Ну, что поделать, не всем везет
что ты встречаешь одного человека на всю жизнь. Такое бывает. А потом мы же приобретаем какой-то опыт, и поэтому мы становимся мудрее с возрастом, и отношения могут быть богаче с нашим вот этим багажом уже накопленным. Вот. И если бы был пример, вот у мальчика, когда родители любят друг друга, уважают и развивают свои отношения, именно вот два человека, да, эти, они не смотрят на сторону, это мужчина бы понимал, на что равняться. Измена — это неправильно выстроенные отношения, в том числе. Когда не хватает заботы одному человеку, какой-то теплоты, нежности, душевности, мужчине тоже нужна душевность. А в заключение скажу, я тут узнала очень интересную информацию про волков. Может быть, кто-то не знал, вы знаете, волки — это однолюбы, они представляются немножко такими нам, и дикими, и очень опасными зверями, а на самом деле они однолюбые, они всю жизнь вот выбирают одну свою любовь и всю жизнь заботиться, о потомстве, и о своей любви. Представляете? В заключение скажу, что нам нужно равняться на волков. Всего хороших вам выходных и до новых встреч. Пока.